Всем привет! Как видите, я стою у входной двери, и о ней сейчас и пойдет речь. Эту дверь установили, когда еще была стройка, и тогда к ее внешнему виду особо претензий не было. А сейчас она уже столько лет простояла, и расставаться с ней жалко, да и не вижу смысла. Поэтому сейчас я пришла к тому, чтобы придать ей новой жизни. Я собираюсь ее перекрасить под винтажный стиль, сделать такую состаренную прованскую дверь. Эта дверь железная, и с этой стороны, с внутренней стороны дома, я уже ее пыталась перекрасить, я ее покрасила меловой краской, но это мне тоже надоело, потому что дверь смотрится неопрятно, и сейчас я собираюсь ее покрасить в красный цвет. Начну я с того, что обработаю грунтовкой акриловой с той стороны и наличники с этой стороны. Поверхность покрашена меловой краской я трогать не буду, потому что она и так достаточно хорошо примет на себя краску. Я уже сделала предварительную выкраску, чтобы понять, какого результата я добьюсь. У меня сквозь красную краску пробиваются светло-зеленые оттенки старой краски, и сейчас я буду показывать, как я это делала. Я обклеила все вокруг пленкой, чтобы не запачкать, и первым делом я обезжирю поверхность от старой грязи и всякой пыли. Я подготовила поверхность под грунтовку, а еще заодно решила оторвать все резиновые уплотнители и потом поставлю новые. У меня есть баллончики и акриловый грунт, я им буду покрывать, скорее всего, 2 слоя с промежутком где-то полчаса или больше. В общем, вчера я красила ту сторону двери акриловым грунтом из баллончика. Мне очень не понравилось это действие, потому что стало очень сильно вонять. И даже несмотря на то, что я плотно закрыла дверь, открыла окно в тамбуре, в доме все равно немножко пахло, поэтому пришлось проветривать. Так что с этой стороны наличники я не хочу красить акриловым грунтом, да к тому же он и кончился на первом слое. А собираюсь попробовать поэкспериментировать и развести клей ПВА. Это клей Tide Bond, по сути усовершенствованный ПВА, немножко с водой и кисточкой покрасить. Он совершенно не пахнет, поэтому я надеюсь, что мне понравится больше и результат будет хороший. С клеем ПВА я закончила. Сейчас дверь выглядит, как будто на улице минус 50 градусов мороза, и она покрыла синим. И сейчас я перейду к первому слою окраски. Я буду окрашивать краской Shabby. Она сделана с добавлением мела, специально для придания винтажного эффекта мебели, и в моем случае двери. Я покрасила дверь в зеленый цвет одним слоем, но в местах, где у меня будут особые потертости сильные, я покрасила 2 слоями. И теперь я буду наносить мягкий воск на те места, которые хочу, чтобы были потертыми, и сверху буду красить новым цветом.
Следующим этапом будет шлифование. Я взяла шкурку зерном 400, и в местах, где у меня был нанесен мягкий воск, краска должна сходить очень легко. Тем самым у меня получится сосаренный эффект на двери. Вот такого эффекта я добивалась с помощью воска, то есть места, где я его наносила, сходят быстрее и проще. И сквозь красный проглядывает зеленый. И теперь я приближаюсь к финишному этапу. Это покрытие лаком. Я буду покрывать акриловым лаком для мебели и интерьеров через краскопульт. Ну вот, моя работа закончена, я довольна результатом, и уплотнители пришлись как нельзя кстати. В принципе, при желании можно использовать большее количество цветов на подложку и экспериментировать и применять фантазию. Так что, если у вас тоже появится желание обновить свою дверь, у вас будет большой простор для фантазии. Ну, а теперь вы посмотрите на результат.